Ну, зовут меня Ростислав. В миру то, ну, как бы я не монашествующий, но просто по документам заграничный Руслан Викторович, кричальное имя Ростислав. Я коренной винничанин, родился в городе Виннице. Вот, с детства посещаю храм. Раскол готовился уже давно, но точно года 2-3 это все готовилось. Все это было завуалировано, очень скрыто. Вот если вот взять, например, последние дни перед расколом или месяц, вот я задавал вопросы Владиславу Демченко, это когда-шний секретарь Винницкой епархии, он сейчас с Симеоном там остался в соборе. Вот, так у нас часто были диспуты на эту тему с ним в Панамарке. Он пытался меня уговорить, как-то внушить это мне, вот это, чтобы я поменял свои воззрения. Но я же прекрасно понимаю, что это не то, что они предлагают и куда они стремятся, к чему они идут. И мы видим, к чему это так званая автокефалия, что это за автокефалия, что она собой является и к чему она привела. Я даже приводил такие слова вот святителя Иоанна Златоуста, что грех раскола даже не смывается мученической кровью. Я говорю, вы же человек умный, грамотный, вы же все прекрасно понимаете, к чему вы идете. Ну, у него всегда, у Владислава Демченко свои ответы были. Вот, где-то за полгода до раскола чувствовалась как бы часть тех людей, которые там остались, как бы они сторонятся, как бы, знаете, и особенно последний месяц, как секта. Тихо, шу-шу-шу, себе шушукали, все. Вот. И только они же прекрасно знают мою позицию, и когда они специально меня как бы подкалывали, начинали разговор на эту тему, а я всегда вот так доказывал на основании, ссылаясь на святых отцов, что это антиканоническое, это не может такого быть. Видно было, что владыка Симеон, что он может предать нас, потому что... Вот, например, я вспоминаю, когда я иподиаконствовал еще в соборе на службе, это было 20 ноября, как раз была память архистратига Михаила. Вот. И владыка Симеон на проповіді виступив і говорить, от там в інтернеті написали деякі, що я не підписав, значить, те, що приймалося в митрополії на архиерейском зібранні, когда он один не поставил подпись. А кто-то из верующих, значит, написал в інтернеті, виставив, значить, що владика, якщо ви не підтримуєте блаженнішого нашого, якщо ви не підтримуєте, значить, нас, віруючих православних християн, то можете йти десь на далекі села, там служити собі і все. Ми повністю підтримуємо, значить, постанову Архієрейського собору, нашого блаженнішого Онуфрія, все підтримуємо. Якщо вам це не подобається, будь ласка, йдіть на далекі села. Ну і владика так весь, знаєте, я как-то, смотря на него, как раз в то время раздавала благословенные хлебчики. То есть служилась лития на всеночном дении, и в это время на утренне раздают, когда там священники или архиереи помазывают освященным елеем, раздаются благословенные хлебчики. Как раз я в это время раздавал хлебчики. И смотря на него я как-то увидел, он весь затрясся. И как бы маска сошла с лица этого человека. Он как бы затрясся. Ви знаєте, чому це написали? Тому що не хочуть, щоб я був в Вінниці. Тобто, ага, я понял. Если ты такие слова говоришь, значит, просто ты человек, наверное, неверующий. Значит, для тебя карьера, деньги, рабочее или служащее место дороже всего. Но рассказывали, что вызывали многих священников в епархиальное управление, в частности, бывший секретарь Винницкой епархии Владислав Демченко вызывал, вот, и начал уговаривать священников и даже запугивать, вот как вы будете жить, у вас же семьи, вот, а как, если вы будете без зарплаты, то есть он любыми методами старался как-то уговорить и запугать священников. Никто без зарплаты не остался. Все священники, которые ушли с собора, в том числе и я, и другие послушники, они все определены.
И вот когда даже вот мне говорили, що Ростислав, останься, ти ж знаєш, все, поколотися 2-3 роки, от, і все воно стане на свої місця, де ти будеш туди-сюди ходити. А я їм сказав так, знаєте що, когда предлагают крест или хлеб, или же, я вообще спросил, а ви за кого? Ну, конечно, за владику Симеона. А я кажу, а ви знаєте що? А я за Бога. Коли ставлять для мене прикладом людину і Христа, то я вибираю хрест. Вибачте, я не можу, це проти моєї совісті, я не можу там залишитися. Читая святых отцов, я знаю, что грех раскола – это очень большой грех. Суббота. Значит, утром на богослужение, значит, служим мы службу, как раз совершается проскомидия, в это время читается 3-6 час. Я также приношу записки, уношу записки. Вот. И отец Николай, архидиакон наш, отец Николай Кравіс, говорить, посмотри, от вийди на храм, подивись, що там робиться. Подивись, що там робиться. Каже, якісь люди незнайомі стоять. Каже, я зараз пройшов з кадилом по собору, вони навіть не в сторонку не стають, тобто люди якісь незнайомі. Вийди, подивись. Я вийшов, посмотрел. Уже в соборе стояла не треть, значит, заполнена, не треть храма заполнена людьми, а уже больше половины. Женщины, мужчины, вообще лица незнакомые. Потому что за столько лет я же знаю каждого человека в лесу, уже даже ночью мне завяжи, ночью разбуди меня, я уже узнаю этого человека. Потому что каждый раз людей видишь, это же свои люди, прихожане, этот контингент, людей, которые приходили на богослужение. Действительно, когда я выглянул, я увидел, что больше трети собора незнакомых людей в храме. Началась литургия. Богослужение началось. И когда священник начал читать молитву от раскола, архидиакон возгласил: «С умилением сердец колени пред Господем преклоним». Как раз была открыта привратница, и я с алтаря смотрю, никто не перекрестился, на колени никто не стал. Понятно, что это люди совсем незнакомые. Они стояли до конца службы, незнакомцы стояли на дверях, там, где обычно у нас охранник стоял. Охрану нашу отстранили. Помню, пришел отец архимандрит Елеазар Егоров. Заходит, значит, в храм он, стучит в дверь Пономарку, открывает дверь, спрашивает: «Какая власть?» А я говорю: отец Елеазар, не знаю. А там ребята ходят, говорят: ще пока не решила, яка власть. Ага, все понятно тогда. Помню, еще пришел тогда отец Василий Сонин, который у нас на хуторах служит. Тоже он пришел, что-то они с Надеждой Михайловной говорили. Все. Я себе так думаю, я еще останусь на всеночную, это уже накануне воскресенья, но если я узнаю, что выбрали какого-то раскольника, я забираю вещи после всеночной и ухожу. Значит, начинается всеночная. Значит, перед богослужением приходит отец протоиерей Павел Мацепура, это штатный священник кафедрального собора. И отец Павел прийшов і говорить, каже: так, мені заступати на мою службову седмицю, чи забирати мої вещі, чи мені речі забирати? Кого б мені поминати зараз? Там у нас такий Пономар ходить, Іван Перепелиця. Это как бы мы коллеги были, вместе пономарили там. Каже, не знаю, спитаю отця Владислава. Покликали отця Владислава Демченко, він каже: сьогодні ще так, а завтра вже кого виберуть. Каже: так, матушка, давай, іди сюди. Отець Павел говорить своїй матушці: забираємо всі речі, я в розкол не йду. Моя совість цього не дозволяє. Я же залишився на всеночную, вижу. Значит, началась всеночная,
Пришли священники. Какие священники пришли? Священники с приходов, с Винницкого благочиния, то есть с района. Ну, я думаю, а я себе наблюдаю, думаю, хорошо, а что же они пришли? Задал одному отцу Владимиру вопрос. А говорю, а чого ви прийшли на вечірню? Ви завжди ніколи не приходили. Ну, мені там, значить, неудобно на прихід їздити ввечері, то я прийшов на вечірню. Вони ніколи не приходили. Задал другому священнику, Иоанну, вопрос. Тот же самый ответ. То есть их были, видимо, наставили, как отвечать. То есть где-то вот так 5 или 6 священников пришло. Иоанн, Владимир, там пришел священник с Казатинского благочиния был. Кажу, а чого ви прийшли? Ну, в підтримку владики Симеона. И все. Началась служба, возглавил службу отец Виталий Голоскевич, который сейчас находится там в расколе. Ну и отец Владислав Демченко. Я еще напомню, что мы часто, особенно где-то за полгода до раскола, мы с ним диспутировали по намарке. Нас Владислав Демченко в Різниці на зібрання, на якому він нас зібрав, значить, він говорив, что нас скоро признают, Константинополь признает, потом Элладская церковь, потом одна за одну інші церкви нас признают. Отец Ян Шевченко, у которого 4 детей, вот такой, больше, сказал, ви знаєте, моя совість не дозволяє, я в розкол не йду. Не знаю, де я буду просити десь прихід, але я в розкол не йду. Я говорю, отец Владислав, я в розкол не йду, моя совість не дозволяє. Ну, я как бы предчувствуя, что придется тоже уйти с собора, свою мать предупредил, говорю, мама, приди, придется свои вещи забрать. Курточки, кофточки, все, что в шкафу моем было. И после этого, после всеночного бдения, я забрал свои вещи, а отцу Владиславу сказал, они стояли в Панамаке и наблюдали, как мы забираем свои вещи. Говорю, спасибо вам, говорю, в кавычках спасибо, что пришла молодежь, люди, которые добивались этого собора, отвоевывали еще с советских времен, еще в 1991 году, они отвоевывали, голодовали, а вы пришла сюда молодежь, и этот собор сдали, просто сдали его. Говорю, спасибо вам, в кавычках. Вы его сдали раскольникам, и сами туда идете, говорю. Значит, забрали вещи, и уже как люди рассказывали, которые еще пришли в воскресенье на богослужение, что Симеон приехал, все-таки успел на эту службу, потом вышел и начал рассказывать, как он ушел в раскол, как это хорошо, пришли люди, значит, незнакомые, как рассказывали, что с конфетки Рошен пригнали туда, по списку всех пригоняли, и долгое время еще пригоняли на богослужение, под угрозой увольнения с работы. Пригнали туда, и потом, как все хлопали в ладоши, и в это время, я же не был, но люди рассказывали, значит, как у нас же был детский хор, как дети со слезами начали сходить с детского хора, спускаться и уходить с собора. Значит, ушли кассиры почти все, ушли сторожа, ушли просворницы, ушел почти весь иподиаконский состав, ушли седьмичные хора с регентами. Только остался один, ушла архиерейского хора, только остался половина хора, ну, это водограй. Ну, им все равно петь, что в театре, что водограй, что в соборе, они остались.